И они до сих пор мне по телевизору: просите холл, просите холл. Да идите в сети холл. А давайте поговорим с вами про Белгород. Ну а как, когда столько камер, когда как бы останавливают людей просто за какие-то маленькие проступки, там следят за их телеграммами, а тут такое событие и какой-то недосмотр. Если украла бабушка, например, в магазине конфетку, полиция приезжает за 2 секунды. Россия – это монархия. Она должна быть с царем во главе. И нам нужен царь, император, империя. Стереть Харьков с лица земли, наверное, все-таки, так сказать, это понадобится очень много, так сказать, чего. Як таке могло статися? Ми ж завжди під камерами. Це так росіяни обурюються, де ж були їх силовики в момент інциденту під Москвою. Адже на Росії ще кілька місяців тому почали розширювати кількість відеокамер із функцією розпізнавання облич. Однак, як показала практика, така дорога система не допомогла силовикам, адже ті мають справи важливіші – стежити за школярами чи громадянами з плакатами за мир. Все говорят на эту тему из серии, что так много камер в Москве, что как-то все возможно. Поэтому я не буду ничего заявлять, но мне кажется, что очень странно, как это вообще могло произойти, и кто не досмотрел, потому что действительно ну а как, когда столько камер, когда останавливают людей просто за какие-то маленькие проступки, там следят за их телеграммами, а тут такое событие и какой-то недосмотр. Ну, в метро планирую не ездить. Почему? Там новостные ресурсы, некоторые говорили, что могут минировать. А так вообще, как ощущение вот внутри, что чувствуете? Ну, это было, скажем так, неизбежно однажды. Почему? Легко понять, я думаю. Чувствуете ли вы себя безопасно? Да, в принципе, ничего не изменилось. Война идет давно. Спецслужбы работают по-прежнему. Украинцы по-прежнему с нами воюют. Что изменится? Нет, особо не чувствую. Почему? Ну, потому что видите, что произошло, где была полиция, почему не было там никого вообще. Поэтому и не чувствуешь. Я считаю, виновата полиция, ну и виноваты те люди, которые построили этот Крокус-Сити, и они не обеспечили безопасность. То есть владельцы? Да. Почему? Ну а почему? Деньги экономят. Ну, насколько я знаю, вокруг Крокуса там вообще, много полиции, много силовиков. Я не знаю, где они все были. Я думаю, что далеко не на 100%. Ну, как... на этот вопрос я не могу ответить, но каждый из нас, наверное, знает, кто в этой стране живет. Честно, я теперь даже не знаю, как в безопасности могут чувствовать себя люди, если наше правительство не могут обеспечить. Они ловят... Если украла бабушка, например, в магазине конфетку, полиция приезжает за 2 секунды. Почему в Крокус-Сити Холл они приехали только спустя полчаса? Ребята, те, которые умные, те, которые в голове есть мозги, понимают, что, к чему и почему это. Во всей этой ситуации с тем, что сейчас происходит, с войной и так далее, чувствовать себя в безопасности в целом довольно не получается чувствовать себя в безопасности. И, естественно, когда происходят подобные события, все это только усугубляет ситуацию, и чувствовать себя в безопасности не получается вообще. Мне кажется, уровень безопасности, уровень защиты служб, которые должны защищать граждан от разного рода опасности, он, невысок. Уехать не хотите? Ну, а почему мне надо уезжать? Нет, не знаю. Я хочу, чтобы здесь было хорошо. Спасибі Путіну за низький рівень життя в країні, тому що всі, хто тут живе, мають можливість працювати і рятувати людей, і ставати героями. Це так пропагандистка Маргариточка Симонян радіє, що на Росії просто розквітає бідність. И о том, что, представьте себе, это многодетная семья, работяги простые, которые
какой-то съемной квартире живут с кучей детей. И мы говорили с отцом этого мальчика. И он сказал, как здорово, что мы не богатые. Потому что именно благодаря тому, что мы не богатые, 15-летнему школьнику пришлось идти подрабатывать в гардероб, чтобы копеечку какую-то в семью приносить. І благодаря этому он спас 100 чоловік, а іначе би ні. Саме так виглядає невміння вибудовувати причинно-наслідкові зв'язки. Остання стадія захворювання – путінізм головного мозку. Симптоматика – спотворення навколишньої реальності, уражаються органи зору. Вони не здатні передавати мозку картинку дійсності. Медицина у нас в упадочном состоянии. У нас больных в основном увозят в Новгород. Здесь у нас практически даже операции уже самые такие необходимые не делают. Хотя больницу построили шикарную. Это за столько лет у нас появилась больница, а медицинских работников нет. Им памятник надо ставить вот этим всем девчонкам, медсестрам, которые работают за копейки. А вы ходили на выборы? Їм не потрібна свобода, права людини, високий рівень життя та гідна заробітна плата. Їм потрібний цар і пропаганда, яка про все це просто розповідатиме. Саме цар, який веде майбутнє країни в минуле. Как и кандидаты. Россия – это монархия. Она должна быть с царем во главе. И нам нужен царь, император, империя. Извините, мы пережили 90-е годы. У нас один лидер. Путин. Это, как говорится, будущее моих детей, внуков. Нам не нужны никакие катаклизмы. І ось на фоні подій, які нещодавно відбулися під Москвою, жіночки, дружини, матері так званих героїв так званої СВО обурюються. Ось мешканка Липецьких Грязі заявила, що владі все одно і на обстріли Білгорода, і на труднощі її сина, окупанта. І вона обурилася, що загибель москвичів викликає більший резонанс. Скажите, уже 3 дня прошло, и я до сих пор включаю телевизор, и они до сих пор мне по телевизору просите хол. Да идите в сети холл. А давайте поговорим с вами про Белгород. Давайте будем говорить с вами с утра до вечера про Белгород, который бомбят каждый день, просто каждый день. И каждый день там умирают люди. Не, про Белгород мы с вами говорить не будем. Это в порядке вещей. Ну их бомбят, и пусть они же не москвичи. Тим часом в ефірі у кремлівського пропагандиста Владимира Соловйова знову пропонують стерти з лиця землі українське місто Харків. Так, той самий Харків, який до початку війни був переважно, як вони казали, проросійським, і зараз залишається, як вони кажуть, російськомовним. Что вот этот район там, этот населенный пункт, 48 часов, ну вот как израильтяне в Рафахе, например, 48 часов мирному населению покинуть этот город и после этого превратить его в пыль. По-моему, некто ведущий Соловьев это предлагал делать не так давно, да? Владимир Рудольфович. Да, аж год назад говорил, когда они первый раз по Белгороду ударили. Я уже тогда говорил, объявить Харькову 24 часа на эвакуацию и с лица земли. Ну, Харьков с лица земли, наверное, все-таки, так сказать, это понадобится очень много, так сказать, чего, но более мелкими. У нас есть ряд, то, что мы вывели с боевого дежурства, заменить ядерную часть на иную и до свидания. Владимир Рудольфович, у нас... Хоч і нещодавно їх колега по брехні Мардан заявляв, що Росія не буде масово бити по Харкову, оскільки вважає його руським городом. Щось не сходиться, методичка. Друзі, на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, обов'язково напишіть ваш коментар і чекайте наступний випуск.